Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. Тот, кто меня не знает, меня зовут Алла, мне 47 лет, и 18 сентября мне установили брекет-систему. Сегодня хочу поговорить на эту тему, почему в таком возрасте мне установили брекеты, что мне пришлось пережить до их установки и как изменилась моя жизнь после их установки. Все началось в марте месяце. Я проснулась и при зевании услышала щелчок в левом суставе челюсти. Щелчок был неоднократный, но боли я при этом никакой не испытала, поэтому через несколько минут я просто об этом забыла. Но прошло несколько дней, и у меня начал болеть этот сустав. То есть ноющая такая боль, она сначала была минут 15, допустим, час потом она увеличивалась, усиливалась, особенно к вечеру. Заметила я, что после прогулок по прохладной погоде, да, март месяц, то есть после того, как я нахожусь продолжительно на улице, то есть боли усиливались, и болеть у меня начал этот сустав и днем, и ночью. И боль, причем, стала распространяться полностью на нижнюю челюсть и на верхнюю челюсть. Значит, я чувствовала жар какой-то. Мне казалось, что здесь у меня температура и отек. Боли страшные были. И я стала, естественно... еще при пережевывании пищи у меня какая-то была усталость. То есть... У меня получается, что я 32 года жую только на левой стороне. В 14 лет мне удалили зуб жевательный, шестой, с правой стороны. И мне здесь было неудобно жевать. И все 32 года я проживала на этой стороне. И у меня при жевании, значит, при пережевывании пищи слева все это начинало еще интенсивнее, все это болеть, и я чувствовала какую-то усталость. Я, значит, стала обзванивать стоматологии, записалась на прием в первую попавшуюся сначала стоматологию, это 32 жемчужины. Пришла, врач меня осмотрел, сказала, что зубки у меня все в порядке, только кариес 8 верхней, зуба мудрости. Сказала, что их не лечат, они все идут под удаление. От него может болеть, значит, и челюсть, так как близко к нервам, что-то как-то она мне объяснила. Я записалась на удаление. Но чем ближе удаление, я почему-то начала думать, что не может из-за кариеса болеть вся челюсть, суставы и мышцы. Думаю, причина какая-то здесь совершенно другая. Но у нас, как правило, зубы начинают болеть, и мы бежим к стоматологам, когда у нас пульпит. То есть, когда уже эти нервы, все это настолько болит. А кариес, как правило, люди не замечают. И он, в общем-то, о нем мы узнаем при просто плановом осмотре, там, при гигиене, при таком при всем. И я пришла к врачу на удаление, значит, она у меня спросила, что будем удалять, значит, как я себя чувствую, то есть, такие вопросы. Я стала ей опять все рассказывать, что у меня так-то болит челюсть, сустав, ноет, температура, болят полностью все челюсти, я не могу пищу пережевывать, мне очень трудно, у меня головные боли, и она мне сказала, что нет. Нет, от зуба мудрости, от кариеса такого быть не может. То есть я ничего вам удалять не буду. Вам необходимо, значит, прекратить есть твердую пищу, никакой жвачки. То есть вам нужно, значит, убрать сначала усталость с мышцы. Такие были даны рекомендации. Я пришла домой, несколько дней я не ела твердую пищу, но боли не проходили, ничего у меня не успокаивалось. Я поэтому начала искать другие стоматологии, конкретно, которые уже занимаются проблемами, значит, суставов челюстных и мышц. Нашла 2 стоматологии. Первая — это Атис Фабер. Позвонила я в эту стоматологию. Там работает у нас ведущий гнатолог в стране, Доставалова Ольга Андреевна. И меня записали к ней на прием. Звоню я в марте. Прием мне назначают на 11 мая. Думаю, как я буду жить до 11 мая?
я начинаю искать еще другие стоматологии, которые занимаются проблемами челюстей. А вот нахожу, записали меня буквально Альфа-100. там через день или через два, и я к ним приехала. Вот. На тот момент я уже сбегала, сделала рентгеновский снимок челюсти. Рентгенолог, врач мне сказала, все у вас с суставом в порядке, то есть это дело не в суставе. Вот. Пришла я, значит, к ним, сделали они мне осмотр, делали какие-то снимки, какую-то кальку я жевала, что-то они мне фломастером рисовали. Вот. Прикус у меня, значит, установили, что прикус у меня смещен, что у меня отсутствует шестой жевательный зуб с правой стороны, поэтому я вот в течение 32 лет жевала на левой. То есть мне из-за этого было неудобно, как бы я это и сама понимала. Вот. Дальше, значит, то, что в это отверстие от шестого зуба седьмой и восьмой зуб упали. То есть они у меня встали под наклоном. Вот в это отверстие, то есть встали под наклоном. Получается, поддержки верхних зубов нет никакой. То есть раз эти зубы упали в это отверстие от шестого зуба, они выросли больше, чем нужно. И мне еще из-за этого неудобно жевать. Вот, поэтому они мне что делают? Они стачивают вот один там или два зуба, те, которые, как они считают, мне мешаются. И поэтому я не жую на этой стороне. Хорошо, они мне сточили эти зубы. Заплатила я 3300 рублей за прием в этой стоматологии. Значит, и то же самое. Сказали, что это у вас усталость жевательной мышцы, ее нужно разгрузить, вам необходимо начинать жевать на правой стороне потихоньку. Вот, и, естественно, никакой твердой пищи, никакой жвачки. Все. Вот такие рекомендации мне были даны. Вот. Но боль не проходит, и я начала бегать по разным врачам. Я прибежала сначала к мануальному терапевту, значит, она осмотрела, сказала, нет, по моей специальности все в порядке, с суставами все в порядке, вот, все отлично, то есть это не ко мне. Я пошла тогда к неврологу. Невролог меня осмотрела, сказала, что с ней такая же ситуация в жизни произошла, что она зевнула как-то неудачно, и в течение 2-3 месяцев у нее также болела челюсть и болел сустав. Вот, тоже она слышала этот щелчок. Вот, и она мне дала тоже рекомендации, да, расслабить все это, и мышцу расслабить, и сустав, и не давать никакой нагрузки, никакой твердой пищи, никакой жвачки. Вот, отправила меня к массажистам на расслабляющий массаж, отправила меня к физиотерапевту, чтобы мне какие-то процедуры провели, значит, и выписала мне препараты, которые снимают воспаление, боль. И второй препарат был сердолут, он расслабляет мышцы. Значит, пришла я к физиотерапевту, была я у массажистов, не помогло. На какой-то период вроде как мне что-то там расслабило. Вот, но потом опять боли все эти вернулись. Пошла я к физиотерапевту. Назначила она мне сначала СВЧ. Пришла я на первую процедуру, вот, и мне, значит, сказали, снимайте сережки, там цепочки, все, металл нельзя. Вот, о том, что у меня коронки стоят, значит, получается, сверху 2, пятый, шестой зуб и нижний шестой зуб с левой стороны. Меня никто даже не спросил, все, мне сделали СВЧ. Боже мой, я еле доехала домой, у меня такие страшные боли начались. Я, значит, стала звонить физиотерапевту, говорю, вот так и так. Про коронки никто не спросил, сейчас сижу в интернете, читаю, оказывается, это противопоказание. Вот, к СВЧ. Она говорит, все хорошо, давайте походите на магниты. Походила я 2 дня, 2 или 3 раза на магниты, никакого улучшения не почувствовала, все. Я прекратила с этими физиотерапевтическими мероприятиями, все, и к физиотерапевту больше не пошла, в общем, потеряла я надежду вот, на помощь этих врачей. Значит, и пошла к ревматологу. Вот, пришла к ревматологу, описала все, сказала, что со мной происходит. Вот, она у меня взяла кровь всяческую, просто на все различные заболевания. Вот, убедилась в том, что со мной ничего страшного не происходит, и отправила меня к стоматологу. Вот, и я еле дожила до этого 11 мая. Вот, прежде чем попасть-то
к Ватис Фабер, к Достоваловой. Значит, пришла я к Достоваловой, сделали мне рентгеновский снимок, тоже он какой-то панорамный делается. Вот, провела она еще другие различные исследования, аксиографию, еще что-то я там проходила. Вот, установили, значит, что у меня неправильный прикус, ножницеобразный, смещенный, значит, зубные ряды сужены, неправильной формы, уплощены в боковой группе, отсутствует функциональное пространство справа-слева, крутой наклон клыков, крутая плоскость окклюзивная справа и слева, перекрестный прикус ножницы. Вот. И было, значит, назначено мне лечение. Значит, сначала так. Мне снимали слепки, снимали коронки. Вот это вот мне уже все сделали. Значит, сделали аксиографию, как я говорила. Так, сделали мне гигиену. Под удаление мне сказали все 4 восьмерки зубы мудрости необходимо удалять. Значит, сделали мне миопатическую шину. И, значит, далее вот лечение на брекет-системе. И постановка импланта уже. Когда будет у меня здесь сделано расстояние с помощью брекет-системы, мне установят имплант. Шестерку, которую я потеряла в 14 лет. Ну вот и все, как бы провели исследования, и началось, конечно, с удаления восьмерок. Вот первые верхние 2 восьмерки, зубы мудрости, мне удаляли 1 зуб в месяц получилось. Вот. Удалили легко, боли никакой я не ощущала при удалении, то есть все было нормально. Значит, какие советы мне врач дал после удаления? То есть в первый день обязательно холод, каждые полчаса по 10 минут, то есть я прикладывала лед, вот. И в первый день можно было не полоскать и не делать никаких ванночек, даже можно было не чистить зубы. Вот. Ранки мне были зашиты, вот эти вот, где удаленный зуб, они были зашиты. Вот, и заживало все прекрасненько, то есть я через неделю приходила на снятие швов, все было хорошо, удаляли мне швы. Вот, и, значит, что нужно было делать дальше, то есть в следующие дни я чистила зубы. Вот, с той стороны, где удаляли мне зуб, я просто зубной щеткой аккуратненько чистила, вот, и, ну, такими движениями. Значит, чистила зубы. С другой стороны я чистила зубной пастой. Все это аккуратненько я воду набирала в рот и не болтая, то есть, ну, вот так вот, в одну сторону, в другую, выливала. И также делала ванночки. Значит, чем можно было полоскать, как мне врач посоветовал? То есть это лесной бальзам, ополаскиватель для рта, и ромашка, травки. Ромашка, зеленый чай, то есть вот таким вот. Никакого хлоргексидина, фурацилина, фурацилина и какие там еще у нас полоскания это есть, вот другим назначают, то есть никаких антибиотиков, вообще ничего. Вот. Все нормально, все поджило у меня, ничего я такого не испытала. То есть вот мне удаляют 2 зуба верхних, и вроде как вот при этом всем удалении у меня начинается такое небольшое затишье с челюстью. То есть не болит сустав, как-то меньше начинает болеть мышца. То есть там же вот первые 7 дней после удаления можно кушать только жидкую пищу. То есть у меня, видимо, пошло вот это расслабление. Вот. Но после вот 2-го зуба я удалила, и через 7 дней начала кушать опять. И, значит, погрызла семечки. Ну, вот как-то вот захотелось мне. Вот. И у меня опять начались боли. Значит, что мне делают? Мне делают вот эту вот миопатическую шину. Я ее носила только на нижних зубах. Вот. И она мне действительно помогала. То есть у меня
прекращались вот эти вот боли и в челюсти, и в мышце. Она не давала рту до конца закрываться, вот какое-то расслабление всегда с приоткрытым ртом. В общем, очень даже помогает. Если будут советовать, да, делайте эту шину. И говорят, вот как я почитала в интернете, то есть она начинает помогать спустя там месяц-два. То есть она сразу, естественно, в первый же день там это, но я даже в первый день почувствовала, что мне стало легче. Вот. То есть вот такую шину мне сделали. Значит, дальше меня, значит, по плану вот, дают мне месяц отдыха. Вот я хожу с этой шиной. Значит, мне становится легче. Тогда меня ставят на, значит, на установке брекет-системы на 18 сентября. И до 18 сентября мне необходимо удалить 2 нижних зуба мудрости. Вот. И меня, значит, начинают удалять зубы мудрости 1 в неделю. Вот. И с удалением первого зуба мудрости нижнего у меня что-то там не заладилось. То есть был щелчок при удалении, зуб не удаляют, корень остается. Мне начинают это все убирать, чистить, и делали снимок. Как-то вот тяжеловато мне его удаляло. То есть удаляли за первые 2 зуба, если зуба мудрости верхних у меня брали по сумме где-то 5600 или 6500, то здесь с меня взяли 7 с чем-то, сложное удаление написали. Ну и да, по времени я почувствовала, что очень долго возились, я даже начала немножко беспокоиться. Было небольшое какое-то волнение, когда еще отправили меня на снимок, но снимок показал, что ничего, все чистенько, лунка чистая, мне зашили, и отправили домой. После удаления вот этой вот первой нижней 8 у меня дня 2, наверное, не открывался нормально рот. Я кушала всю жидкую пищу только чайной ложкой. В общем, как-то вот так. И на 3-й день, когда я смогла открыть рот и все там посмотреть, да, ну, более-менее, я увидела, что, значит, полностью вся десна, вверх, вот где вот зашитая вот эта вот зуб у меня ранка, все покрыто белым. Десна с внутренней стороны, где находится язык, она тоже покрыта чем-то белым, а под белым вот какой-то вот красный, как отек. И это все идет вот от зуба туда вверх к горлу. Вот. Заболело горло. Мне было больно глотать. То вот чего, в принципе, не было с верхними зубами, да, когда мне удаляли. Я тут почувствовала какую-то разницу. Но, значит, все полоскала, как он мне сказал, травками, муравками, как говорится, и этим лесным бальзамом, ополаскивателем для рта. Значит, и пришла к нему я на 7-й день и начала жаловаться, что вот, ну и рот не открывался, значит, и что чем-то белым у меня десна покрыты. Он посмотрел, значит, я пришла удалять швы и, соответственно, удалять 2-ю 8 нижнюю. Вот. Он, значит, удалил мне 2-ю 8, удалил здесь швы и говорит, будем пить антибиотик. Выписывает мне антибиотик, который, значит, как он мне сказал, пропьешь дня 2-3, перестанет все болеть, не будет ничего болеть, значит, прекратишь. Вот. Но, значит, я пропила 5 дней, то есть вот я выкупила упаковку, там 10 таблеток, 2 раза в день пьются таблетки, этот антибиотик. Я пропила их все-таки 5 дней, потому что, когда я стала пить антибиотики, то есть вот это вот белый вот этот вот налет и краснота, вот это вот воспаление у меня начало уходить. Вот. Но, значит, у меня стал болеть язык и стали болеть щеки, как будто я их изнутри все обкусала каким-то образом. Вот. И, значит, ладно, прихожу я на удаление, значит, швов. 7 дней прошло, пропиталась я опять, пробыла на жидкой диете.
Вот, прихожу я удалять, значит, швы, принимает меня другой врач, так как тот врач, который удалял мне зубы мудрости, он ушел в отпуск. Вот, и была женщина, она посмотрела, а у меня этот опять налет как бы появился. То есть антибиотики я пропила, 5 дней не было. Значит, шестой-седьмой день у меня опять появился вот этот вот в небольшом количестве, но он появился, этот налет. Вот. Она посмотрела, она говорит, это у вас молочница. Вот. И выписала мне препарат от молочницы. То есть одна таблетка пьется, через 12 часов другая таблетка пьется. Вот. Сказала, чтобы я не ела в эти дни хлеб и сладкое. Ну, вот так вот как-то. Вот эти вот удаляла я сложновато нижние зубы, то есть и пила антибиотики, и началась молочница. Вот. Но, слава богу, все прошло. И к 18 сентября я пришла, у меня уже все в порядке было во рту. Вот. И мне установили брекет-систему. Брекеты мне установили металлические, не потому что они дешевые, потому что мне так посоветовал врач. Вот. Они дешевле, да, чем керамические, чем сапфировые там и другие. Вот. Но, как мне врач сказала, что на металлической брекет-системе меняется прикус намного быстрее. Вот. Он более надежный, вот этот вот металлическая брекет-система, и быстрее происходит, значит, прикус быстрее выравнивается, все это намного быстрее делается. Вот. Значит, устанавливали мне брекеты на протяжении 1,5 часа. Вот. Значит, ощущения мои, да, то есть более никакой не ощущала, просто какая-то вот, ну, как надевают вот эту вот пружину-то, да, и какая-то вот сдавленность появляется, но она буквально там минут 5-10 к этой сдавленности зубов ты привыкаешь, и все нормально. Вот. Значит, нарастила она мне 5-е зубы, то есть поставила такие, как пломбы. Рот у меня до конца не закрывается. Значит, это первый этап ношения брекет-системы на пружинках. То есть в конце у меня стоят вот, ну, где-то сантиметра 1,5 пружинки. То есть в течение месяца у меня зубы будут, вот эти вот пружинки, раскачивать зубы все. Вот. И только 30 октября я пойду, и мне уже жестко их зафиксируют в том положении, в котором должен будет у меня быть прикус. Вот. Значит, в правильном положении зафиксируют все зубы. А сейчас вот я с 18 сентября по 30 октября хожу на этих пружинках, которые мне раскачивают все мои зубы. Откусить я ничего не могу, жесткую пищу я есть не могу, вот, ничего я жевать не могу, значит, и кушаю только жидкую пищу. Конечно, это не совсем, скажем так, я привыкла к другой пище, вот. Это немножко некомфортно, но человек такой, скажем так, привыкает ко всему. И в принципе, Жанночка на ручки просится. И в принципе, да, я уже как бы привыкла. То есть все вареное, супчики, пюре различные, йогурты, творожки. То есть, в принципе, я это все люблю и вот этим вот сейчас и питаюсь. Но хочу сказать, есть плюс в этом один. То есть, видимо, правильное питание, ничего жареного. Вот. И если даже что-то на пару я приготовлю, то, Жанночка, не лезь. Вот. Если что-то я на пару приготовлю, то, значит, я все это измельчаю очень мелко. Вот. И получается, что я нахожусь на правильном питании. И, значит, я похудела уже на 5 килограмм. Вот. Значит, во всем этом есть еще и польза. То есть получается, что я буду не только с правильным прикусом, у меня будут красивые зубки, да, все в правильном положении, но я еще и плюсом худею с брекет-системой.
Так, ну и по уходу за брекет-системой хотела вам сказать, что я купила ирригатор. Ну, то есть такой аппаратик включается в сеть и импульсными такими этими выталкивает воду, и можно зубки чистить, и брекет-систему чистить, очень удобно. А также я купила ортодоническую щетку. Вот она как обычная щетка, только вот в центре у нее щетинка, она покороче, по краям длинненькая. Также купила я вот такие вот ёршики для очистки брекет-системы. И мне посоветовали вот такой вот крем Солкосерил. То есть, если где-то что-то будет натирать и болеть, то есть смазывать им, и быстро заживляется любые ранки. Вот. Ну, что я хочу сказать. Я 2 дня проходила с брекет-системой. Вот. И у меня стали болеть щеки. Вот в этих вот, где жевательные зубы, вот здесь вот эти вот выступающие пружинки и окончания вот тут вот этой вот самой проволоки, да, пружины этой, мне стали натирать. Первые 2 дня такого не было. Я, значит, взяла ватные диски, разрезала их и подложила под щеки, вот, чтобы мне не натирало. Ладно, значит, день прошел, ночь прошла, я на утро решила заглянуть и увидела. То есть там вот в конце пружинка идет, потом окончание вот этой вот пружины жесткой. У нее срез, и вот этим срезом мне натирает. С одной стороны и с другой. Посмотрела наверху стоят такие, как заглушечки белого цвета. Вот. Здесь эти заглушечки, видимо, куда-то делись за эти 2 дня. Я позвонила в стоматологию, все записалась на прием, мне эти заглушки снова поставили. И сказали, что это как бы, ну, рядовая такая ситуация, что это будет в процессе ношения брекетов. Я правильно сделала, что этим салкосерилом намазала и положила ватные диски. А также мне дали еще, ой, мне сейчас надо за ним идти, ну, в общем, маленькая такая коробочка с воском. И коробочка сиреневого цвета, и в ней лежит воск белого цвета. Пахнет он виноградом. Приятный такой запах, хороший очень, Изабеллой. И, значит, вот этим вот воском, там, где натирает, необходимо будет это место как бы и накрывать вот этим вот воском. Воск необходимо будет при приеме пищи убирать, и потом снова этим воском необходимо будет накрывать. И, в общем-то, сказали, что могут, да, и заглушечки эти отпадать, могут и резиночки тоже перетираться, может сама пластина от зубов отклеиваться. То есть тут ничего страшного нет. Звоним и подъезжаем. После каждого питания, после каждого приема пищи необходимо очищать брекет-систему. И полоскать, естественно, рот, чтобы пища не оставалась. Хочу сказать, как изменилась моя жизнь после ношения брекет-системы. Ну, в общем, я уже как бы вкратце сказала, да, ну, говорить я стала по-другому, губы у меня двигаются по-другому, как будто бы вот брекет-система мешается, и я вот губы как-то выталкиваю вперед. Значит, знакомые заметили сначала даже не брекет-систему, что у меня что-то на зубах, то есть сначала речь, они сказали, у тебя что-то с речью стало. Как бы какие-то изменения произошли. Ну и вот эти вот движения, видимо, губ, то есть вот это вот все. Как бы вот, ну, сказать, что я сильно стесняюсь, этого нет. Что я в брекетах. У меня первые только 2 дня было такое, что думаю, ну, скажут, там детки 7, 8, 10 лет ходят, да, с брекетами, и тетя там в 50 лет нацепила на себя. Но хочу сказать, что это мне нужно было сделать. То есть у меня сейчас уже это прошло, я не обращаю внимания, да, но хочу сказать, что брекеты необходимо было поставить мне в 7-8 лет. То есть, как вот мне ортодонт и врач-гонатолог сказала, да, то есть вас должны были к ортодонту привести в 7-8 лет. И тогда уже отрегулировать прикус с помощью брекет-системы. И поэтому хотела вот всем сказать, что отведите своих деток к ортодонту на консультацию, пусть посмотрит, все ли нормально у ваших деток с прикусом, чтобы вот в дальнейшем, да,
в более старшем возрасте избежать таких проблем, как у меня. То есть прочитала очень много информации в интернете, что неправильный прикус значит, ведет и к неправильному дыханию, неправильному глотанию, значит, речь тоже неправильная. Потом, значит, желудочно-кишечный тракт от этого страдает. То есть, когда прикус неправильный, мы не так тщательно пережевываем пищу, глотаем, видимо, кусками, в общем, происходит нарушение. Вот, естественно, вот такие проблемы с суставами, как у меня, с мышцами, как у меня может быть. Вот, и, значит, что я хотела сказать. У многих, у взрослых людей, да, у старшего поколения, я вижу, ходят без зубов. То есть этого делать, естественно, нельзя. Необходимо все зубки вставлять, чтобы было нормальное пережевывание пищи, чтобы все было у вас нормально. То есть если у вас удалили зуб и вы не вставили, то верхние зубы находятся без опоры, они начинают падать. Вот. И то есть там уже возникают проблемы с десной, то есть вот эта вот костная ткань, там тоже что-то происходит, она куда-то уходит. Вот. То есть надо все делать своевременно. Вот. И как бы это не развод на деньги. Вот я это на себе убедилась. Я вот что хотела сказать еще. Вот в 14 лет берут, удаляют мне зуб. Ну, врач, ну скажи ты, девочка, да, деточка, тебе же надо будет как-то жить дальше. Тебе зубик надо этот вставить. Но мне даже никто не посоветовал. В 25 лет я прихожу в стоматологию, у меня находят, значит, пульпит, получается, пятого, шестого зуба вверху и нижнего шестого жевательные зубы. Вот. Значит, мне их пульпируют, пролечивают, и стоматолог, попалась, вот врач очень хорошая, она мне говорит, эти зубы до первого живка, вам необходимо их обязательно накрыть коронками. Все, я иду, накрываю коронками. Хорошо. Я пришла в эту стоматологию, где не только накрывают коронками, а еще и вставляют зубы. Но вы видите, у меня шестого зуба нет. Вам что, трудно сказать? Женщина, вам, там, девушка, вам необходимо вставить этот зуб. То есть он необходимый, он жевательный. Хорошо, если вы видите, что в этот шестой зуб у меня упали, седьмой, восьмой под наклоном стоят, значит, ну, девушка, сходите к ортодонту. Вам необходимо получить консультацию, у вас что-то с прикусом, вам необходимо шестой зуб вставить. Но мне никто даже этих советов не дал. Мне кажется, у врачей это просто их обязанность предостеречь и дать необходимые советы пациенту по дальнейшему лечению. То есть, ну вот вы представляете, с 14 лет какие у меня проблемы. Удалил мне зуб и все, и отправил меня. В 25 лет пришла тоже, всем наплевать, никто ничего не сказал. Поэтому лечите зубы своевременно и не допускайте таких ситуаций, вот, что произошло со мной. Вот, и вот разве же я думала, что я в 47 лет одену брекет-систему? Вот. Значит, 30 числа, 30 октября я пойду опять к врачу, и мне уже установят зубы в том положении, в правильном положении, у меня в том положении, которым и должен быть прикус у меня. Вот. И я, естественно, сниму видео, все расскажу и все покажу. Спасибо всем большое за просмотр. До свидания.